Сергей Кутергин – стендап-комик, экс-резидент Comedy Club, известный под прозвищем Сергеич. Начав карьеру как автор текстов для команды КВН, юморист реализовался на большой сцене и в кинематографе как артист и продюсер. О, ты тоже тут? Позвольте представить вам новый выпуск рубрики «Люди с неограниченными возможностями». В этом выпуске мы поговорим о стендап-комике Сергеиче. Если ты первый раз на канале, то быстренько расскажу. У меня ДЦП. На этом канале я рассказываю многое, что связано с инвалидностью. Если хочешь поддержать меня и мою команду, оформи, пожалуйста, подписку на Boosty или сделай единоразовое пожертвование. Все ссылки в описании. Если не можешь поддержать нас финансово, то просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Это тоже очень важно. Перед тем, как начать, расскажу 3 интересных факта о Сергеиче. Факт 1. Юморист 6 лет работал преподавателем в школе в детском лагере. Прозвище Сергеич закрепилось за ним в этот период. Факт номер 2. Кутергин часто гастролирует за рубежом. В иностранных государствах он пользуется услугами переводчика и выбирает для выступления шутки, озвученные менталитету гостей шоу. Факт номер 3. Монологи стендап-комика носят ироничный оттенок и транслируют оценку современных реалий. В число ярких репризов Сергеича вошли выступления о Евровидении и инсценировка «Хочу в Блэкстар», навеянное объявлением о наборе артистов в лейбл «Тимати». Перейдем к его жизни. Сергей родился в Уфе 30 ноября 1980 года. ДЦП стал последствием родовой травмы, в результате которой повредился шейный отдел позвоночника. Болезнь спровоцировала задержки в развитии мальчика. Первые 10 лет круг общения был узким – родители и братья. К 12 годам Кутергин смог самостоятельно выходить гулять во двор. В семье не было разделения на здоровых и больных. В детстве отец и мать предъявляли к Сергею такие же требования, что и к другим сыновьям. В отношениях отсутствовала жалость, и близкие старались сделать все возможное, чтобы мальчик вырос самостоятельным человеком. Кутергин учился в интернате, затем стал студентом физико-математического факультета в Белорусском государственном педагогическом университете. В том же вузе молодой человек получил диплом по специальности психолог. По завершении обучения Сергей пробовал реализоваться в бизнесе, а параллельно сочинял монологи для КВН. Занявшись созданием текстов комедийного характера в 2011 году, Сергеич участвовал в КВН в Сочи в качестве автора реприз. Затем собрал собственную команду. Коллектив выступал на юмористических соревнованиях и даже получил звание магистр КВН Республики Башкортостан. Постепенно группа сократилась до дуэта, а вскоре молодой человек и вовсе остался один. Начав сольные выступления, Кутергин понял, что самодостаточен и без партнеров. Со скромной суммой в кармане уфимец отправился покорять Москву. Он познакомился с представителями команды КВН, готовящейся к финалу премьер-лиги. Ребята заказали у юмориста тексты и предоставили возможность жить в съемной квартире, в 3-комнатной которой уже ютились 15 человек. Начав карьеру в юмористической сфере как автор текстов, Сергею удалось пообщаться с продюсерами ТНТ. Специалисты посоветовали начинающему артисту пути для развития в профессиональной сфере. Постепенно комик смог снять квартиру и продолжить творческую деятельность. В 2012 году Сергеич дебютировал на канале СТС, а также получил опыт выступлений на фестивале «Большая разница» в Одессе. В том же году артист стал участником шоу «Открытый микрофон», а затем и Comedy Battle, где завоевал 2 место. Остроумные монологи Кутергина оказались востребованными в разных проектах канала ТНТ. В 2013 мужчина стал приходящим резидентом Comedy Club, а спустя год вышел в полуфинал проекта Comedy Battle «Суперсезон». Через 3 года он испытал удачу на украинской передаче «Рассмеши комика» и вновь оказался в центре внимания. Попасть в Comedy Club Сергеичу было непросто, ведь присутствие на сцене артиста с ограниченными физическими возможностями чревато провокацией зрителей. Становясь участником проектов Comedy Battle, «Не спать» и ХБ, Кутергин не требовал льгот и особых условий. При этом Сергей оказался в объективе камер на сцене не так часто.
По его мнению, нескольких юмористических выступлений в год хватает, чтобы не надоесть зрителю, но и не дать забыть о себе. В 2019-м артист выступил гостем передачи «Что было дальше» в рамках ЧБД. Комики слушали истории гостей и пытались предугадать финал повествования. Сейчас Кутергин уже не входит в список резидентов Comedy Club, что по информации из интернет-источников связано с уходом с ТНТ его покровителя Сергея Светлакова. Комик перешел в стендап. В 2021 году Кутергин регулярно участвовал в юмористических проектах, был востребован в качестве спикера и ведущего корпоративных мероприятий и ездил на гастроли. Артист появился в качестве гостя у Андрея Пределина на его авторском YouTube-канале и на шоу «Не формат». Первые успехи у широкой аудитории принесли стендап-комику популярность. В 2016 году Сергея пригласили к участию в художественном фильме «Любовь с ограничениями», где он участвовал как актер и консультант. Его партнером по съемочной площадке стали артисты Анна Старшенбаум, Павел Прилучный, Алексей Воробьев и Алексей Чадов. Лента была представлена на Ростовском фестивале мотивационного кино Bridge of Arts. Над фильмом «Последний бросок» Кутергин работал как продюсер. Российская премьера ленты, основанной на реальных событиях, состоялась в 2019-м. Сергей признался, что даже в тех проектах, где занят как актер, он умудряется влезть во все сферы создания кино, от сценария до монтажа и постпродакшена. В актерский состав российско-американского боевика вошли такие известные артисты, как Арманд Асанте, Луис Менделер, Равшана Куркова, Гоша Куценко, но лента не оправдала 2-миллионный бюджет и с треском провалилась в прокате. В августе 2021 на кинофестивале «Окно в Европу» состоялась премьера комедии «Нормальный только я», ролик о котором, кстати, есть на моем канале. В главный актерский состав, помимо Кутергина, вошли Ольга Лерман, Константин Хабенский, Максим Виторган. Артисты получили от режиссера и актера Антона Богданова полную свободу на съемках, а потому многие шутки и интересные моменты добавлялись в сценарий по ходу рабочего процесса. В молодости Сергей Кутергин был женат. Знакомство с супругой произошло благодаря социальным сетям. Девушка сама написала комику о желании пообщаться. Отношения завязались быстро, и вскоре Сергеич позвал избранницу замуж. Диана Кутергина оказалась надежной поддержкой и опорой во всех начинаниях артиста. Но личная жизнь не сложилась. Молодые люди не видели смысла переживать по этому поводу и спустя 5 лет после свадьбы расстались друзьями, весело отметив развод. Жена не подарила артисту детей, поэтому оба вышли из отношений необремененными. Сейчас Сергей снова не свободен. Молодые люди состояли в серьезных отношениях 2 года, а в марте 2021 пара поженилась. Имя жены неизвестно, не выставляет комик и ее фото в личном блоге. Другими же подробностями своей биографии артист охотно делится и публикует снимки из личного архива на своей странице в Instagram. Соцсеть запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистической и прочая хуйня. Помимо Инстаграма, комик ведет аккаунты во ВКонтакте и в Фейсбуке. Опять соцсеть, запрещенная в РФ. Она принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистической и бла-бла-бла, где периодически постит фото. Он также выкладывает смешные видеоролики на YouTube. Будучи ярким примером того, что жизнь с подобным диагнозом может быть полной и даже более успешной, чем у абсолютно здорового человека, Сергей неоднократно становился спикером на различных мероприятиях, посвященных проблемам людей с ограниченными возможностями. Так, осенью 2022 комик выступил на форуме в Ханты-Мансийске «Независимость в движении». В ходе выступления он рассказал о новых культурных проектах. В январе 2023 артист стал хедлайнером на финале международного фестиваля стендап вместе с Константином Бутаковым. Также Кутергин присоединился и к команде стендапа в новом сезоне. До связи.